Привет, друзья! Мы с вами на канале Ремонт по чесноку, и у нас новое видео. Итак, мы с вами пришли в трехкомнатную квартиру, где мы делали ремонт. Квартира находится в городе Саратове, на улице Еремина, дом 5. Итак, мы с вами находимся в прихожей. Что здесь сделали мы? Ну, во-первых, это, как всегда, мы выравниваем стены. Во входной группе мы укладываем на пол плитку. На потолке мы натягиваем натяжной потолок. Здесь в данном случае во всей квартире натяжной потолок глянцевый. Здесь также у нас автоматы, подключение во всей квартире, ну и в каждой комнате в частности. Да, трубку от домофона мы уже вывели, заменили старую дверь, поставили новую железную. Здесь у нас также включение удобно под рукой, когда ты заходишь. Розетка на всякий случай. Вот, прихожая у нас получилась, ну вообще в принципе по проекту хорошая, то есть здесь можно уместить как шкаф, как с этой стороны, так и с этой. В принципе, пространство нам позволяет. Итак, далее, здесь у нас большой просторный коридор, соединяющий, в принципе, спальню, кухню. Так, вот здесь, давайте сначала пойдем направо, да, большая комната, она же у нас зал, гостиная. Здесь мы, также у нас натяжной потолок на потолке, пока здесь висит такая замечательная люстра. Стена, на которой, скорее всего, будет располагаться телевизор. Вывели розетки под ТВ, под интернет, розетки под технику. Вот эту стену мы декорировали вот так, обоими вот с таким вот рисунком розы. Так, далее, что у нас еще можно посмотреть в этой комнате? Ну, на полу у нас на протяжении всей квартиры, кроме санузла и ванной комнаты, у нас ламинат. Что интересного в этой квартире? У нас, во-первых, две лоджии здесь огромные, которые у нас идут на две комнаты. Но вот здесь в данном случае лоджия начинается вот здесь, уходит на кухню. Вот. Соответственно, стены везде у нас ровные, откосы мы тоже выравнивали, уводили. Здесь в данном случае стоят пластиковые. Так, поменяли радиаторы отопления. Так, пойдемте дальше. Так, комната напротив. Так, она у нас может быть как спальня, так, детской, ну или другим комнатам, или другой комнатой, в зависимости от ваших предпочтений. Здесь опять же у нас на потолке натяжной потолок с возможностью закрепления источника света в центре. Также мы поменяли радиаторы отопления. Здесь у нас как раз противоположная сторона, у нас начинается еще одна большая длинная лоджия. В данном случае впереди в соседнем дворе мы видим школу, так что если у вас есть дети, скорее всего, милости просим, то школу. Здесь мы также поставили розетки под ТВ, интернет и два выхода по 220. На полу у нас опять же ламинат, двери, все это открывается. Так, еще по углам розетка, и у нас розетка и выключатель на входе в комнату. Свет. Так, пойдемте смотреть дальше. Итак, ну и все в той же большой огромной прихожей. Здесь у нас ванная, туалет. Здесь у нас еще одна спальня. И с левой стороны у нас кухня. Ну, давайте начнем постепенно с кухни. Так, кухня, опять же, выполнена в светлых тонах. Здесь у нас также глянцевый натяжной потолок с возможностью закрепления источника света в центре. Нерабочая стена декорирована вот такими обоями с цветами.
3 остальные стены отделаны под наклеены обои под доску, дерево и прочее. Так, для удобства на рабочей стене мы вывели 5 розеток. Одну здесь и 3 внизу. То есть одна у нас вот здесь и сдвоенная там. Так, также мы вывели сантехнический слив и трубы горячей холодной воды. Так, пойдемте дальше. Так. Ну давайте покажу вам последнюю спальню, а потом уже приступим к ванной и туалету. Так, здесь у нас также натяжной потолок. Люстра у нас предполагается, что будет висеть в центре. Далее также у нас комната выполнена в светлых пастельных тонах. Выключатель, розетка. Далее также заменили радиатор, выровняли откосы. Установили розетку под ТВ, под интернет и под выход под 220. Ну, собственно, с этой комнатой все. Пойдемте смотреть, где люди умываются. Итак, последняя комната. Так, ванная. Так, ванную, наверное, чтобы я не мешался в кадре, мы снимем отдельно. Выглядит она вот так. Так, итак. Пойдемте, я покажу вам самую важную комнату в этом доме. По крайней мере, для любого мужчины. Это... Та-дам! В этой комнате мы, естественно, поставили унитаз, вывели розетки под бойлер и сами выводы под бойлер. Счетчики горячей холодной воды у нас спрятали мы вот здесь. То есть за коробом все у нас удобно, смотреть, снимать показания ежемесячно будет удобно. Итак, что хотелось бы сказать напоследок про данный ремонт в этой квартире. Все мы, как всегда, делали добротно, в принципе ничего не скрывали. Всегда в нашу квартиру можно прийти, посмотреть, пощупать, потрогать. Все двери, механизмы, вся мебель, будь то ванная, сантехнические краны, все мы покупали новое, ставили нормальными руками. И эта квартира уже готова к встрече новых жильцов. Добро пожаловать!